Всем привет, с вами Томми Радио Чейн. Сегодня мы рассмотрим стратегию игры в утиные войны Clash of Farms и, собственно, лучшие ходы на протяжении всей игры, которые могут привести вас к победе. Итак, начнем. Сперва нужно выбрать, естественно, ферму, за которой будете играть. После этого нам нужно выбрать утку джедая, которая будет нашим мастером. В данном случае я стараюсь выбрать утку с разными генами, с наличием ачивок, которые, собственно, и будут помогать в игре. Самыми мощными на данный момент являются ачивки Rarity Destroyer и Pioneer. Они наиболее полезны и выгодны. Также есть еще очень крутая ачивка, которая называется First Duck. Она дает 3 защиты и 3 атаки. Но она очень редкая и очень крутая, и такая достаточно эмбовая, так скажем. Вот. Ну что ж, начнем играть. Стратегия моей игры заключается в очень простом подходе. Я стараюсь давить на противника с самого начала и атаковать его как можно большими способами. И в первые несколько ходов я чаще всего просто атакую, несмотря на потери своего хп. В данном случае нам выпал Rarity Destroyer, собственно, который мы и выбрали. Он дает очень хороший урон противнику, примерно минус 48 хитпоинтов, если противник не защитится. Обычно противники делятся на 2 категории. Это те, которые не защищаются, и те, которые защищаются в первом ходе. Я, собственно, так как я все время атакую, я очень редко защищаюсь в первом ходе, и поэтому чаще всего получаю большой урон из-за этого. Но эта стратегия оправдывается уже ближе к последним раундам. Главное стараться сделать не сильно большой разрыв между хитпоинтами вашими и противника. Как я уже говорил, мы атакуем сразу в течение нескольких раундов. В данном случае я выбрал Rarity Destroyer, он очень много отнимает. Соответственно, противник выбрал позицию защиты, и я смог поразить его только в одном из хитпоинтов. Собственно, дальше нужно смотреть обязательно, где противник защитился. Психология человека такова, что человек очень редко защищает одно и то же место подряд. Так как у нас здесь 2 пункта, которые человек защитил, нам придется полагаться на интуицию и стрелять по тому месту, которое противник, по нашему мнению, по нашей интуиции, скорее всего, не защитил. Здесь уже наугад я выбираю нижний поинт и выстреливаю туда снайпером. Видите, атака прошла удачно, но мы также потеряли одинаковое количество хитпоинтов, тоже 24. После этого мне выпала очень хорошая карта, это Critical Hit. Да, она защищает всего лишь только 1 поинт, но дает удар по всем 3 фронтам. Конечно, не так хорошо, как Pioneer или Rarity Destroyer, но все равно минус 24 хитпоинта будут ждать противника в случае удачного хода. Так, смотрим, противник защитил 1 из поинтов, но потерял оставшиеся 2 и минус 16 хитпоинтов. Нашего же утенка он ударил какой-то сильной картой. Так как всего лишь за 2 атаки мы получили минус 24 хитпоинта, скорее всего он применил дабл хит или какой-то другой супер прием. Но расстраиваться не надо, теперь у нас поровну баллов и нужно как можно быстрее задавить противника атаками. Здесь у нас есть на выбор карта Swirl, которая очень похожа на Critical Hit, но, к сожалению, не имеет защитного поинта. Но так как наша стратегия до давления и атака по всем фронтам, соответственно, выбираем ее. Также я очень редко пользуюсь хилом, мега-хилом или хельметом. Использую их только в тех случаях, когда мне нужно подрастить чуть-чуть хитпоинтов, для того, чтобы выйти вперед под конец и ударить оппонента хорошей картой, имея в запасе несколько поинтов. Позже это будет видно. Как мы видим, оппонент защитился, но также у нас есть всего 1 удар. Вот теперь мы используем хил, чтобы подрастить чуть-чуть хитпоинтов и выйти вперед. Так как человек меня атаковал сверху, скорее всего он меня теперь атакует с вероятностью 70% внизу. Я защищаю низ и атакую его вверх. Как видите, это был удачный ход. Он атаковал меня именно снизу, который я и защитил, и получил еще себе плюс 4 хитпоинта за мега-хил. В данной ситуации нам нужно немного защититься, так как оппонент немного разъярен и будет атаковать с очень большой долей вероятности. Поэтому мы выбираем Defense. В дальнейшем я выбираю один из самых сильных ударов, это Double Hit. Ну, моя любимая раскладка это низ-вверх, она беспроигрышная, потому что оппонент очень редко защищает вверх-вниз. Обычно выбирают середина-вверх, середина-низ, и поэтому хотя бы один из ударов, но дойдет до противника. Ну вот, как я и сказал, противник, скорее всего, выбрал хельмет и защитил себе середину и верх, ударив меня всего лишь только 4 хитпоинтами. Мой же дабл хит ударил его по низу, и противник получил минус 12 хитпоинтов.
Ну и вот, собственно, мы подошли примерно к финальному раунду, как я надеюсь. У нас есть небольшой отрыв в 4 хитпоинта, и нам нужно одним ударом добить противника наверняка. У нас есть Rarity Destroyer, который добьет его со 100% гарантией, у него минус 48. Даже если противник защитит хотя бы одну из своих зон, мы все равно победим. И также мы будем абсолютно беззащитны, даже если противник нас ударит обычной картой, с которой мы можем получить минус 24 хитпоинта. Все равно у нас останется 8 хитпоинтов, и мы, собственно, выживем. Ну, давайте рискнем и попробуем выбрать Rarity Destroyer. Да, мы останемся без защиты, но риск дела такой, что для победы эта карта нам очень важна, и, собственно, выбирать нам уже больше не из чего. Либо атаковать также без защиты всего лишь в 2 позициях и получить максимум минус 16 хитпоинтов для противника в лучшем случае. Либо просто использовать хил, который, как я уже говорил, практически бесполезен. Ну что же, вперед. Ну вот, как мы видим, Rarity Destroyer уничтожил нашего противника полностью. А противник атаковал нас с картой минус 28 баллов. Скорее всего, это был либо берсерк, либо даблхит. Но небольшой запас хитпоинтов, который мы нарастили в середине с мега-хилом, помог нам выжить. И вот эти 4 хитпоинта сделали нас победителями. Да, эта стратегия немного рискованная. Я очень люблю быструю игру, когда я и противник реагируют очень быстро, атакуем быстро, защищаемся быстро. Но данная стратегия помогла мне выиграть много раз и, надеюсь, поможет вам тоже.